Друзья, всем привет, дорогие мои серфер-бездельники, девианты, все, кто ждет нас в эфире. Как я обещал, у нас сегодня в гостях Мохаммед Фараджаллах, и мы продолжим анализ повестки саммита БРИКС, который в Казани вот вчера проходил. Я не знаю, сегодня он еще идет. Не, уже завершил. 2 дня. Два дня завершился. Да, они разъехались там уже. И мы вчера с Виталием Куликом, я всем советую посмотреть этот эфир, он действительно был на очень хорошем уровне. Мы многое там разобрали, что там происходило и какие тренды были. Но поскольку там очень много всего было и появилась новая информация вот спустя сутки, то мы решили продолжить это с Мохаммедом. И, собственно говоря, Мохаммед там со своей оптики, со своего фокуса даст анализ вот того, что было в Казани, плюс контексты, которые там на Ближнем Востоке произошли. Ну, давай начнем с чего? Давай начнем, во-первых, с отсутствия там Мохаммеда бен Салмана, да, который не приехал, потому что это было такое серьезный сигнал. Серьезный сигнал, да. И знаковый, можно даже сказать. И даже ставил под вопросом, вступит ли Саудовская Аравия или не вступит. Да. Благодарю, Юра, за приглашение. И в этот момент, кстати, показывает, насколько, к сожалению, я наблюдаю больше и больше, наши украинские медиа становятся, они как будто в ручном режиме, кем-то управляются, и это действительно очень плохо, когда есть такие серьезные события в международном, и их просто в украинские СМИ их не отображают. Сейчас мы говорим о какие, и при том, что Россия вообще ни при чем, да, то есть о том, что я прошу прощения, но мы продолжаем себя деградировать на этом моменте. Что сначала Бен Салман. Бен Салман стал вопрос, что за несколько дней стало понятно, что он не будет присутствовать на саммите БРИКС, который уже его принимает Россия. И то, конечно, снизил уровень, направил туда принц Файсал, это министр иностранных дел. В то время, за несколько дней до этого, именно лично Мохаммед бен Салман принимал участие в серьезной, новосозданной платформе, которую создал ее Европейский Союз. Это новая платформа ЕС-страны Арабского Галфа. Это платформа, которой можем сказать, например, новая площадка экономическая в первую очередь. Это страны основные игроки в Евросоюзе и, естественно, страны Арабского залива, которые Саудовская Аравия, Катар, Арабские Эмираты со своим именно головным. И тогда возглавил арабскую делегацию с арабской стороны кронпринц бен Салман и эмир Катар. Об этом в украинских СМИ ничего нет. То есть это просто для меня был сигнал, я найду свои точки на арабском. Но для украинских граждан такое событие, и об этом не знать, выходит действительно у нас есть проблема с СМИ. Кронпринц присутствует на этот новая, стартовая, реальная платформа, и отсутствует на БРИКС, посылает Путину несколько сигналов. Сигнал номер 1. Он ставит под вопросом вообще членство Саудовской Аравии. Мы же помним, когда в прошлом году было подано или принято, там должно пройти ряд ратификаций, Саудовская Аравия их не сделала. Саудовская Аравия настаивала на том, что БРИКС не должно стать противовес или противостояние с Западом. Но вступление Саудовской Аравии туда показывает, что видение Саудовской Аравии это многовекторность. То есть ни в коем случае не изолирование, но в любом случае, естественно, больше интерес с Западом. Это первое. Второе. Путин получил большой подарок в этом году, когда приехал в Саудовскую Аравию. Его встретили красиво. В это время Саудовская Аравия, скажем так, и Арабские Эмираты игнорировали сигналы Международного уголовного суда в обмен на том, что он это оценит. Оценит как? Снизение градуса с Украиной противостояния, проявит некоторый интерес по переговорам. Саудовская Аравия дала понять несколько раз, что эта война в Украине уже всем вредит. Но спустя 6 месяцев Путин ничего не сделал, и Саудовская Аравия показывает, что они недовольны и поэтому не присутствует. Третий важный момент. Саудовская Аравия до этого момента остается самым сильным претендентом на площадку, роль именно медиатором или посредником окончания войны или переговоров между Украиной и Россией. Поэтому присутствие кронпринца в Москве или в Казани, в России, в то время, когда он не был еще в Украине ни разу,
и не приехал, это, естественно, таким образом он показывает больше вес в сторону России. Так как было в Украине направлено именно принц Файсал, министр иностранных дел в Украине, для дипломатичности, и саудовская дипломатия очень серьезная, мы говорим о век, эти дипломатии, они стараются всегда балансировать. Раз сюда приехал именно принц Файсал, туда направляется принц Файсал. То же самое с Западом был тогда на саммите в Швейцарии. Все эти сигналы то же самое показывают о том, что особенно когда стало понятно, что Путин пытается воспользовать БРИКС для того, чтобы показать, что у Запада была проваленная миссия именно изоляция Путина. Поэтому Саудовская Аравия не присутствует и показывает в то время о том, что еще ее участие, скажем так, или членство под сомнение. Но участие принимает. Это тогда был больше противовес в сторону Запада. То же самое, важный момент. Идет серьезные переговоры между Штатами и Саудовской Аравией по, как мы говорили, big deal, большая сделка по ядерная саудовская программа, про серьезные именно гарантии, которые должна получить Саудовская Аравия, в гарантии как 5 статья НАТО, и отношения или нормализация отношений с Израилем и признание палестинской автономии. И поэтому Саудовская Аравия ни в коем случае не хочет сорвать серьезную сделку с Западом ради площадки, которая, мы же понимаем, она всего лишь площадка. Это основные сигналы, которые Саудовская Аравия посылает, что до последнего она держит нейтралитет и балансирует, несмотря на всем этим вопрос стоит. Теперь для нас важно, кроме Саудовской Аравии, что она не присутствовала, и стало понятно почему, у нас стоит вопрос, что как Евросоюз показывает динамичность. То есть мы не должны высмеяться с БРИКСа. БРИКС это площадка, которая появилась от, скажем так, площадка недовольных, в кавычках обиженных. И люди недовольны с Западом. Запад очень долго тянул на себя. Иногда он прав, иногда не прав. Но Запад сам, я говорю о Штате в данный момент, часто себя противоречил. Особенно в войне стандарты. Тоже, будь здоров. Правда. Да. В то же время, когда Запад требует арест Путина, поскольку он преступник, поскольку он диктатор, поскольку он людоед, и поскольку в его адрес издан ордер на арест от МУС, этот же Запад открывает двери Конгресса для другого преступника, Нетаньяху, который то же самое имел ордер. И поэтому глобальный юг дает понять, ребята, такого не будет работать, что вы решения принимаете, мы должны их исполнять, так, а вы не должны их исполнять. То есть этот момент сигнал о том, что конец двойных стандартов, либо конец мирового порядка. Это основное, за что БРИКС появился. Это основное, почему туда страны идут. В арабском, мусульманском мире смотрят на БРИКС. Кстати, недавно об этом заявили желание и Индонезия, и Малайзия. Основное туда, на самом деле, не только ради экономики. Да, заявление экономики. До сих пор, чтобы все было понятно, БРИКС еще не стала организацией. Там ее, то есть нельзя ее не воспринимать всерьез, но тоже надо ее ставить в рамки. То есть со стороны Путин, он да, ее раздувает, что вот я создал, это Путин типа, создал международную, да, ее он пользуется, действительно показывать, что он не изолирован, когда мы говорим более чем 20 лидеров государств. С другой стороны, ее нельзя сравнивать ни с G7, ни с G20, ни с НАТО, ни Евросоюз, ничего, ничем. Нету никакое обязательства перед друг другом. Нету внески этих членов. Нету даже основные правила. Арабские Эмираты потребовали, чтобы были нормы по принятию новых членов. Так, например, Индия и Китай по вопросу Саудовской Аравии, по поводу Турция из-за его отношения с Исламабадом, с другой стороны, тоже Китай недоволен, что Турция, она десятками, если не сотнями соглашениями интегрированных экономических отношений с Западом. Их порвать в один момент невозможно. То есть понимать, что Эрдоган игрок, ему нужно быть везде,
чтобы просто поиграть на этих противоречиях и получить свою выгоду, потом он оттуда уходит. Ну, я Да. вот для того, чтобы подсветить, тут дополню фактами, что как раз вчера появилась информация, что Турция начала негласно приостанавливать реэкспорт через свою территорию в Россию там всяких полупроводников, чипов, микрочипов, которые Россия там нуждается для армии, там, либо просто для промышленности. Вот. И параллельно, там, когда Эрдоган делает там заявление по поводу вступления в БРИКС, что он Да. очень желает, это абсолютно не мешает делать вот это вот. Конечно. А Индии, которая покупает российскую нефть, За рупии. зарубить вступление Конечно. Турции в БРИКС, потому что она обеспокоена связями с Пакистаном. Совершенно верно. То есть это еще не стало площадка, которая, скажем так, может угрожать Западу, но тоже нельзя ее не воспринимать всерьез. То есть нужно это воспринимать ее как крик души, что глобальный юг недоволен с постоянным господством Запада и пора действительно поступать честно в этом вопросе. То же самое многие вопросы, в котором действительно двойные стандарты. Например, Блинкен, 14 уже визитов на Ближнем Востоке, чтобы решить вопросов. Чем это венчалось? Да ничем. Тут же, например, уже в кулуарах Путин принимает Махмуда Аббаса, да, который приехал к нему, понятно, что не решает. Тут же Путин предлагает свою посредничество между Ираном и Саудовской Аравией. То есть у него свои проблемы, но этот, например, нерешенный вопрос, опять же, из-за односторонней позиции Запада, открывает. Да, это пока, возможно, похоже как клуб недовольных, но это может перерасти в чем-то больше, действительно, и в котором может решить. Основную цель, которые поставили на это заседание, то есть каждый пытался свое тянуть. Для Путина была основная выгода показать выступление, что он не в изоляции. Все. Что несмотря на то, что он преступник, многие лидеры игнорировали решение МУС и приехали к нему в гости. Это для Путина было самое главное. А для других стран, как, например, для, допустим, Эфиопия, для Египет, им нужно найти, скажем так, доступные международные, скажем так, кредиты, вложения на льготных условиях. Арабские Эмираты ищут инвестиции безопасные, кому дать кредиты, на каком основе. И поэтому Международный банк развития, который создан БРИКСом, который потихонечку развивается, который, одна из его целей обойти SWIFT, это важно, пока он не нашел формулу, как можно обойти SWIFT, как можно выдать своими членами кредиты в национальных валют, но об этом работа идет. То есть за все его основание он выдал кредиты своим членам в 30% в национальной валюте, 70% было в долларах. То есть, значит, работа идет в этом. И это нужно понимать. Да, господство доллара завтра не закончится. Что многие говорят, вот конец, тоже нельзя преувеличивать. Но это не значит, что это навсегда. Страны с этим работают, и это действительно нужно Запад менять. То есть мы понимаем, что Евросоюз улавливает сигналы. Это проявляется тем, что Германия создала новую площадку, формула 5+1. Германия и страны Средней Азии, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, другие. Европейский Союз, поскольку понимает сотни миллиардов арабских инвестиций в экономику Германии, Британии, Франции, создали новую площадку. И это хорошо. Тоже нужно, чтобы остальные реагировали. И нам, кстати, в Украине, нам нужно тоже не сидеть сложа руками, нам нужно понимать на свой потенциал. То есть давайте вспомним то, что Зеленский выступил в Верховной Раде недавно о том, что о план победы. Там уронил такую фразу, каждый может ее понимать по-своему. Когда он намекает, что обращается, что экономики Украины или недра в земли Украины, которые Россия захватывает или захватила, или может захватить, они будут работать на укрепление экономики таких тиранов, как Россия, Северная Корея, а лучше они бы укрепили экономику G7. Что это значит? Он говорит, ребята, приходите, заберите, только помогите. Я вот это так понимаю. Так хорошо, раз мы такие уже открытые, и мы так готовы отдать, в кавычках, даром, я понимаю, мы истекаем крови. Так почему, например, мы не начинаем такие-то площадки в экономически, например, кому что? Сейчас идет серьезное обсуждение, наконец-то Украина снимет, по-моему,
санкции на экспорт боевых дронов. В этом заинтересованы несколько стран, среди них Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Это сюда, в Украине, войдут серьезные инвестиции и серьезные финансовые, которые повысят наших мощностей. И то же самое, наш опыт нужен тем странам. Так это повод, чтобы действительно с каждой стороны площадка. Например, страны, которые в Африке, там вопрос связан с чем? С зерном или продовольствием. Есть другие страны, которые у них проблемы, как Египет. У них каждый год примерно, по-моему, чуть ли не 500 000 выпускники, абитуриентов ищут, где учиться. И готовятся к нам. То есть мы можем создавать каждая страна своя площадка с Египтом по вопросу образования, с Саудовской Аравией по поводу оборонки, с другими странами по поводу экономики. А нам не нужно закрывать, потому что нам нужно не учиться, а быть более динамичными. То есть Запад показывает, который основная наша цель, показывает динамичность. А мы сидим и наблюдаем, и высмеиваемся с этого БРИКС, как с кем-то не то поздоровался. Ребята, это не смешишь. Идет действительно. Мы должны признать, к сожалению, Путин какие-то успехи делает. Это реально. Если вспомнить 2 года назад, когда никто его не хотел видеть, и за 2 года войны, да, и, кстати... Да, как раз вот сейчас, ровно 2 года назад, перед Херсонской операцией, когда И, кстати, в их последнее заявление БРИКСа, по-моему, 36-й пункт, то есть война в Украине, занимала лишь 1 строка, в котором было без осуждения. Просто, что страны или участники призывают к прекращению огня. Уже не осуждают Россию. Это серьезный сигнал. Это очень серьезный сигнал. И что он показывает? Как об этом мы с тобой много говорили. Провальная, внешняя политика Украины с этими странами глобального юга. Это мы говорили, говорим и будем разговаривать. К сожалению, об этом да. Да, вчера я читал на Униане о том, что Зеленский, новости о том, что Зеленский рассматривает 3 важных факторов для начала переговоров с Россией, прекращения огня. Среди них страны глобального юга, и поэтому сегодня направил Ермак и Рустем Умеров в одну из этих стран. Теперь попробуем угадать, какая. Я не вижу это Саудовской Аравии, Оман или в этом важном треугольнике. Больше нигде. Саудовская Аравия повысила добычу нефти, уже снижает цены нефть, и уже понимает, что она входит больше и больше ближе к Запад. Значит, мы должны больше работать и расширять. И те 2 года, которые мы, или год ровно, потеряли после Джиддовской конференции, это было зря. И нам нужно снова понимать и прислушиваться. И нужно, скажем так, приземлиться и понимать о том, что наши тогда идеи или слова, которых не воспринимает никто, нам нужно работать реально с этим миром и вернуть свою. Я об этом говорил, уже на Аль-Джазира публиковала утечка информации, что Запад и Штаты даже изучают формат или изучают модель Западной Германии как один из вариантов конец войны в Украине. Прекрасно понимают все, только никто не хватит храбрость, я имею в виду из руководителей страны, никто не хочет быть политическим трупом, сказать открытым языком: дорогие украинцы, Крым наш, Донбасс наш, но мы его не вернем в таком виде, как мы это вам говорили. Мы просчитались, мы ошиблись, такое бывает. Мы вернем, но нам нужно вернуть его, когда это можно, но мы должны сегодня беречь. Вот Запад нам предлагает сохранит 80%, и не только Запад, так почти и глобальный юг так думается, сохранит 80% территории Украины с гарантиями, с вложениями, с серьезной оборонной системой и так далее. Начнем переговоры, и так как Азербайджан вернули спустя 30 лет свою территорию, Германия вернула спустя 40 лет, каждый взял момент. Вступление в НАТО Финляндии стало через 70 лет, но мы должны выполнить свое домашнее задание. Мы не должны просто ждать, мы должны поднять свою экономику, открыть для себя мир, стать очень интересными и привлекательными, и становиться такое звено в мире, в котором мировая экономика, как Тайвань, без нее
просто не сможет жить, мы можем серьезно конкурировать во много отраслей, и тогда этот момент наступит, мы должны быть готовы. По стандартам всем, коррупцию, которой мы об этом говорим, все об этом видят. По вопросу Эрдоган, то, что тебе сказал информации, это все верно, я могу добавить, то, что я знаю, там личные друзей, они мне говорят на днях, что наблюдают внутри Турции серьезные изменения по вопросу закрытия компаний российские, закрытые банковские счета, и им закручивать гайки. Помнишь, мы с тобой говорили, когда Эрдоган начал шантажировать Финляндию и Швецию. Я говорю, что Запад дал Эрдогану какой-то лимит времени поиграть на эти стороны, чтобы максимально заработать себе бонусы. Он заработал, уже заканчивается. Поэтому, дорогие украинцы, когда я вижу, вы пишете, что Эрдоган смеялся, с Путиным встретился, а вы об этой грязью, да, вам не должно все равно, кому не улыбаться, что он говорит. Вы должны посмотреть, что он делает. То есть мы должны выйти с этого наивного мира. И вот, пожалуйста, вокруг нас происходит. Поэтому это про БРИКС я бы не воспринимал все так очень тревожно, но тоже я бы это принимал важно. То есть БРИКС до сих пор не вошел в норму, но все равно Путин, к сожалению, что хотел добился. Что именно? Именно просто показал, что он не в изоляции. Но реальных решений пока не идут, поскольку разные участники, каждый у него свои видения, как этот экономический модель запускать. Ну, там на самом деле, я себя в телеге репост делал от Вани Преображенского. Там была смешная ситуация, что ЮАР обвинила Россию в лжи за заявление о кредите на саммите БРИКС. Там Шувалов, значит, сказал, что Банк развития ЮАР, Development Bank of Southern Africa, да, DBCA, значит, он согласовал якобы рамочное соглашение о сотрудничестве, а также о кредитных линиях в национальных валютах. И Шувалов заявил, что ожидаем, что к этому документу присоединятся Бразилия и Индия. Добавляю, что также начата работа по расширению механизма межбанковского сотрудничества ММС. На деле никакого соглашения о кредите для веба нет, который отключен от системы SWIFT и находится под блокирующими западными станциями. На саммите БРИКС не подписывалось, подчеркнули вот в этом южноафриканском банке. Председатель правления банка Ибрахим Расол действительно присутствовал в Казани, но на встрече обсуждалось исключение новых членов БРИКС платформы ММС, сообщили в банке. На данный момент в рамках этого механизма не заключено никаких кредитных соглашений. И это все к чему привожу? Это очень комичная ситуация на самом деле, потому что она отражает подход россиян к этому. То есть задача показать как можно больше там успехов, причем даже не внутреннего, а внешнего наблюдателя. Там, да? Вот. Но, собственно, действительно что-то там такое, что-то серьезного там подписано не было. Не было ничего подписанного, но мы же понимаем, что естественно, участники, они хотели больше экономики, но понятно, что Россия основная цель не экономика, основная цель, чтобы этот блок или этот клуб его превратить в каким-то образом в политический. Поэтому сегодняшний день мы смотрим Индия и Китай. Естественно, это стороны, которые во многом могут, они враждуют. Эфиопия и Египет то же самое. И таким образом Иран и Саудовская Аравия. Естественно, это не однородный, естественно, проблемный. Но самый главный момент, чтобы ты себя не нашел, не дай бог, в заднем вагоне, нельзя никого недооценивать. То есть этот серьезный сигнал о том, что Запад нужно перестать игнорировать сигналы с глобального юга, иначе этот клуб раз в раз действительно может перевести к каким-то успехам. Да, например, Индия воспользовалась группой с Россией и нужды России в покупку нефти и за рупии. Да, хорошо. Но с другой стороны, Россия показала, да, она продала нефть за эти деньги, которые она на самом деле ее не воспользовала. Но показала, например, что вот односторонние западные санкции не работают. Тоже это важно. То есть мы здесь должны понимать, что оно вот так начинается с
сначала люди или высмеиваются, потом набирают храбрость против правила, потом бросают вызов, а потом правила ни к чему. И мы привели пример. 2 года. 2 года Путин, никто не хотел с ним марать руки, а сейчас он принимает серьезных лидеров. Среди них некоторых к нам даже в Украине не приезжали. Например, Си Цзиньпин. К нам он не приехал, и других. Это для нас должен быть уроком, чтобы мы просто проснулись. Чтобы мы это принимали всерьез и работали дальше, конечно, в большей части страны глобальный юг, потому что мы говорим сейчас, участники было примерно 46% населения мира. То есть это нельзя ни в коем случае не учитывать. Угу. Что ты скажешь по поводу вот этого теракта, который произошел как раз, когда Эрдоган был в Казани, и ну как-то оно выглядело очень своевременно вот в этом контексте, то есть такой удар, который подсластил, господи, не подсластил, а наоборот ухудшил как бы там впечатление от этого всего для Эрдогана. Тут вот я как раз снова смотрю, турецкие власти установили личность второй террористки, напавшей на завод, вот этот вот аэро, который там... Байрактар Space. Это оказалась женщина-смертница, куртка ее оказалась Мине Севжин Алчичек, которая какой-то ждает. Турецкие СМИ ранее занимала пост сопредседателя районной организации партии, прокурдской партии в Хакаре. Хакаре это такая дыра в Турции. То есть вообще, если как бы в Турции есть дыра, то это самая дыра на юго-востоке Турции. Я туда в 2008 году чуть не доехал. У меня так было желание туда добраться, чтобы просто посмотреть, как выглядит турецкий, я не знаю, это что, Рахев или вот что-то такая какая-то крайность в Луганской области, вот что там, Старобельск какой-нибудь, вот что-то такое. Вот. И, ну, то есть сразу курдский след, как бы такой интересный момент, потому что как раз там в турецких СМИ была информация, что Аджилан, который там сидит, глава курдской партии РПК, как бы там он уже сидит сколько, не знаю, лет 20, наверное, вот что его смягчение там режима его содержания там, да, напрямую будет связано с распуском этой партии. Да. Вот, и тут раз происходит вот такое... Нет, даже больше. Во время визита Эрдогана, и уже понятно, что Путин, ну, скажем так, сам настолько, скажем так, удовольствие от себя, и реально он поверил, что мировой лидер, да, что он решает такие сегодня проблемы, было предложено, что все-таки в Турции пора достигнуть мир, да, внутреннее согласие между турецкой властью и рабочей партией Курдистана. И до этого в некоторых турецких СМИ начали вопрос обсуждать, поскольку остался духовный лидер, скажем так, потому что он реально уже партию не управляет. Он давно не имеет напрямую, даже не может повлиять, но он для них остался как символ, живой символ этой партии. Было предложено, что если он уже полностью убежден, что курды должны перейти в политическую борьбу за свои права, и это гораздо эффективнее, чем военным, и теракт это ни к чему не приведет. И особенно, когда Турция добилась от таких стран, как Финляндия и Швеция, о том, что то выдворили, то выдали представителей этой партии, которая там укрывалась. И когда вот такой идет вопрос, что курдам нужно услышать, и Турция должна с ними вот разговаривать, да, и покончить террор, и тут же вот такое нападение. И это нападение непростое, просто какой-то, например, смертник или подорвал автомобиль там в очень зашенный город, в серьезном квартале, и в такой-то жемчужина или гордость турецкий ВПК, который именно Байрактар, вот Space Technology, который производство беспилотников, космические, и уже так легко, с такими, да, автоматами, с таким, то есть видно, что люди идут на какую-то такую-то цель, и успели открыть огонь, убили несколько человек, но такая операция, в котором действительно вызывает несколько вопросов, много. Но сказать, это простая операция, нет. К этому готовилась, и думаю, не один день. Люди ждали сигнал, хорошо, от кого. Второй важный момент. В то время, когда Россия хотела поиграть в эту игру, это происходит и полностью подрывает любых переговоров. Разведка Турции, МИД, которая за секунды сразу установила, обвинила в этом курдская партия,
но не могла это предупредить. Ну, раз вы такие себе, ребята, вы серьезно не могли. И самый главный вопрос, а кто сегодня начинает реально управлять эту партию? Кто сегодня управляет курдов? И курдская партия, она на себя не брала ответственность. И сразу турецкие ВВС начинают бомбить в Ираке, в Ираке, в Северной Сирии. И тут же происходит стоп. А выгодно ли действительно достигнуть этот мир и согласие? Или наоборот, а может быть Эрдогану выгоднее вот так оставить, чтобы оставить с собой армию? Либо есть третья сторона, которая показывает Эрдогану, что типа этот шпагат, игра на двух сторонах, кончится для вас плохо. Либо нет, либо это марксистский след, который, например, показывает, вот видите, мы голубы мира, а вот Запад плохой этом. Но действительно, это действительно поднимает вопрос, в котором мы, не помню, у тебя обсудили или нет, о том, что многие террористических организаций, которые уже себя, у них были идеи, понятно, неважно, хорошая, плохая идея, после того, как ее уничтожать, эта партия погибает или исчезает и становится на службе у кого-то. И это выгодно. Это выгодно иметь свою террористическую партию. Сегодняшний день действительно этот вопрос ставит под сомнение действительно огромные вопросы, в котором это. Но цель, я думаю, почему была выбрана понятно, поскольку именно Турции удалось ликвидировать много членов партии благодаря технологии беспилотников. Они хотели именно нанести урон этой кампании. Но почему Турция сразу установила, что это именно они, и это не может быть третья сторона. Я думаю, это очень важный момент. Но в любом случае это показывает, что кто это сделал, показывает, что решение вопроса точно не в Казани, и не в Москве, не у Путина. И до сих пор Турция, у нее большая проблема и дыра внутри безопасности. И поспешить там с ярлыки на кого-то повесить, это трудно, но действительно, как бы не ломал голову, этот вопрос, это кому-то выгодно. Западные разведки, возможно. Русским, маловероятно, но возможно. Турецкие разведки тоже реально. И выходят сами курды, которые эту партию не управляют. И здесь вопрос ставится самый главный. А хочет ли Эрдоган признать права национальных меньшин, курдов или нет? Ведь если Абдулла Öcalan выступит, и он призывает своих товарищей, сложить оружие и начинать переговоры, и начинать мирную экономическую борьбу, даст ли им Эрдоган автономию? Я сомневаюсь. Даст им национальная автономия? Там еще нужно вспомнить конституционную игру Эрдогана, потому что сейчас как раз эта тема выплыла. Хотя, в общем-то, когда были выборы, перед выборами Блинкен приезжал в Стамбул, и как раз прошло это землетрясение разрушительное на юге Турции, которое было. И, по сути, тогда американцы договаривались с Эрдоганом, что это последний срок, и шантаж там был определенный, что поддержит оппозицию, если, короче говоря, он не будет двигать. И вроде удалось договориться, что будет транзит, что потом будет, в общем-то, выдвинется либо нынешний глава Байрактар. Либо Байрактар, либо нынешний глава МИДа, который раньше разведку возглавлял. Короче говоря, и вот сейчас это поднимается опять, этот вопрос. И нужно сказать, что в вопросе изменения Конституции важна в том числе позиция курдской партии, потому что это Эрдогану нужно будет искать свои голоса. Голоса, да. И вот этот удар, он тоже разрушает эти политические маневры. Тоже логично. Но Эрдогану ему придется, мне кажется, власть передаст, транзит власти, поскольку он, как государство НАТО, одно из основных требований к членам НАТО, это должны быть демократические государства. В любом случае. И все понятно, что Турция, государство демократическое, но все понятно, что скосок или уклон от этих демократий происходит. Узурпация власти происходит. И все это понимают. Для Эрдогана было основное именно Фетхулла Гюлен был основной соперник, который умер на днях. И Эрдогану теперь нужно искать своего нового, врага, который нужно найти. И кроме курдов он никого не найдет.
Да, туркам, конечно, сейчас придется действительно решать, потому что мы у тебя обсудили вопрос, когда проходили выборы. Действительно, этот вопрос, что ценности Кемаля Ататурка в современной республике, они живые или нет? Поскольку Эрдоган мягко, медленно, действительно отходит от курса. Да, но 20 лет у власти, ну, уже почти, уже, ну, как и Путин. То есть уже это не совсем, да, выборы происходят, но мы же понимаем, что действительно у оппозиции большие проблемы. Из-за кого? Потому что Эрдоган захватывает власть больше и больше. Поэтому вопросы у Турции серьезные. И помнишь, когда было, что на какой-то момент, когда Запад забрал из военной Инкерджир, военную базу, именно ядерное оружие. Это был первый сигнал недоверия. Это был первый сигнал, что да, Турция, НАТО, но все-таки мы уже вас не доверяем настолько. И поэтому у Эрдогана уже идет вопрос, как это поступить, выбирать. В то время, когда на Ближнем Востоке больше и больше разгорается, и эта игра БРИКС, да, например, для Эфиопии, для Египта, ну ничего страшного, да, пускай об этом разговаривает Саудовская Аравия. Но Эрдоган, ему дает сигнал, ты не можешь быть в таких клубах, в которые рано или поздно они будут между ними противостояние. Поэтому в этот действительно теракт очень серьезный, скажем так, сигнал в моменте. Тут вопрос, так остались ли еще в Турции элиты кемалийского толка, или они ушли в тень после выборов? Да никуда не ушли, все осталось. Остались. Куда они институционально как бы там... Конечно. И партия, которая пошла, они почти там 40%, то есть они не дотягивали. Да. Несколько процентов показывают, что действительно, и помнишь, мне даже карту показали даже даже те регионы. Да, правда. Здорово. Даже регионы, Измир, побережья, которые остались преданные ценностями Ататурка, те же остались, они голосуют против Эрдогана. То есть, помнишь, показали на карту, да. Провинция, глубины за Эрдогана, а те, которые действительно побережье, Запад, и где даже и Стамбул, и частично Анкара, и где элита бизнес нет, она остается, Эрдоган добьется. Но они поняли, смена власти должна быть мирной. То есть там нельзя делать переворот, но именно добиться. И единственный способ для них добиться только показать провал Эрдогана и политически. И нужно сказать, действительно, у турков очень высокое чувство ответственности за свою страну. То есть это нужно у них учиться. Нет такого я на зло, в кавычках, да, президенту, который я не люблю, я пойду что-то сделаю, да, допустим, да, какой-то переворот в своей стране. Нет. У них по-другому. Мы ментальность поработаем еще 5-6 лет, чтобы этого президента действительно снять путем. И нам нужно учиться, показать. И, кстати, самое главное, не торопиться. Нужно все сделать мягким, цивилизованным путем. Тут еще один вопрос от нашего зрителя. А могут быть слухи с передачей С-400 разменом на продление Эрдогана? Ну, это слишком мелко, потому что на самом деле это такая как бы вообще, это настолько тактическая тема, то есть она важная, конечно, но все равно тактическая. Кроме этого, когда Эрдоган добился, один из его шантаж вступления Финляндии и Швеции был того, что должен получить F-16 и F-35. Так было условие, что мы вам продадим, но С-400 вы с России не покупаете. Потому что вот это, я в этом не разбираюсь, но как мне объяснили военные, что это будет серьезная проблема, да, потому что если вы покупаете у нас вот такие штурмовики и такие вот истребители, система ПВО, мы не можем ставить, вы не можете покупать у противника, поскольку там сложная система. Там интеграция, система свой-чужой, да. И тогда получается как бы возможно там сбои всякие, либо передача технологий каких-то. Вот, да. Поэтому ему нет, не получится, естественно. Плюс С-400, оно оказывает провал. Сейчас система, кстати, ТАД, которая ее получила Саудовская Аравия, Южная Корея, Израиль на днях получил ее, которая против баллистических ракет, она показала намного серьезнее, сильнее. То есть мы не говорим о Патриот еще сильнее С-400, но система ТАД,
которая уже это была основой всех основ. И, кстати, это урок для нас, чтобы уйти от ментальности обижаться. Мы на Запад обижаемся. Так Саудовская Аравия, к примеру, ни с кем не воюет. Территория у нее ничем не оккупирована. За эту систему, чтобы получить ее, лет 10 переговоров. Получил ее в прошлом году. За деньги, которые заплатили. Совершенно Не верно. получила, а заплатила. И за деньги. За сумасшедшие деньги. Она стоит очень дорого. Там 3 миллиарда, по-моему, стоит И установка. еще политические уступки там по разным вопросам. То есть надо понимать, что это мы, у нас проблемы, но у тех сторон у них свои интересы. Надо это учитывать, надо это понимать. И они тогда были уверены, что эта технология никто никому не передаст. То есть это нужно. То есть продажа оружия в твоем времени, сторона, кто продает, он должен быть уверен, потому что вы с ними становитесь связаны не только техническим железом, а идеологические, безопасные. Интересом. Это своя валюта, знаю, это как монета доверия. На самом деле, когда Саудовская Аравия покупает эту систему, то это же по поводу того, что она гарантированно закрывается от ракетного иранского удара. Потому что это система, которая сбивает намного больше высоте, чем Патриот, они под 100 километров, там, насколько я помню, сбивают. Ее радиус, захват сигнал до 3000 километров, а сбивается до 300 метров. То есть она она по сути в космосе сбивает баллистические ракеты, причем межконтинентальные. И поэтому эта система развернута только, по-моему, в Южной Корее. Южная Корея, Саудовская Аравия и Израиль недавно. И оказалось, это случайно, и Эмираты, и Корея получили, никто об этом не знал. То есть, когда играют с Россией, я говорю, смотрите, теперь я понял, почему Эмираты, они спокойно спят. И не точно недавно мы говорили, что Катар, оказывается, имеет гарантии 5 статьи НАТО. Тоже недавно я узнал. То есть это люди добились такой успех, и никто об этом не знал. Очень мягко. То есть вот такая дипломатия. И раз это уже основные союзники, нам нужно работать более серьезно и постоянной основой, и серьезно со всеми этими странами. И действительно работать. Не просто разговаривать, а работать с ними в реалии. Там вопрос был вот по поводу отношений Украины и Катара. Вот на каком уровне? Потому что Катар играет важную роль, насколько я помню, в обмене пленными. То есть они заняли такую нишу. Да. И то есть можно говорить о том, что есть некие специфические отношения Украины с Катаром. И Катар, все дети, которые их возвернулись с России, которые были украдены или которые были депортированы, все дети, которые в Украине, они были получены нами путем Катара. Я не буду называть фамилию этого чиновника, который это отвечает, все знают. Я читал его пост, я извиняюсь, был бы я, мне бы плюнули ему в лицо. Он размещает фотографии на отношения, отвечаю. Там была фотография, детей вернули, и этот чиновник пишет, мы благодарны партнерам. Благодарен тем. Вот вернули, да в самый конец спасибо Катару. Когда это читают, то есть этому, я извиняюсь, падла, тяжело в самом начале писать. Спасибо эмирскому за благодарность, сотрудничество с Катаром, детей вернули, все. И это видит один катарец, и мне говорит, Мухаммад, что это? Я говорю, я не знаю, что вам сказать. Дегенерат. Нет, я не знаю. Понимаешь, вот в этой мечтальности мне Украина как будто до сих пор проблемы с пониманием, что это там люди и серьезные. И не то, что должен белый, должен проявить ваш интерес. Зато мы бегаем за какой-то любой Джон, который, может быть, просто шаурмы продает. А там серьезные люди, мы можем понимать. Вот отношение с Катаром. То есть Катар, он работает основной, которая площадка по обмену, по возвращению детей. Саудовская Аравия и Арабские Эмираты по обмену пленными. И Саудовская Аравия здесь претендует на роль вопрос именно по разрешению войны в Украине. Все реально. На какое отношение с ними? Ты знаешь, вот этот пост о многом говорит. Они к нам нормально относятся, ну а мы до них, я не знаю. Вот, пожалуйста, вот реальный пример. Вот почему так? Я продолжаю спросить, почему. И тоже я не хочу не пропускать эту возможность. Помнишь, мы говорили, когда МИД Украины обещал встречу арабским послам,
на фоне этого, как его, саммит в Швейцарии. Потом было переносено. Так? Потом игнорировали до сих пор. Встречи нет. Я постоянно, знаете, типа, переспрашиваю послов. Они смеются, говорят, нет. Как будто имели Украины нет. То Сибига пришел, не поменялось ничего? Нет. Ну, был звонок между Сибига и министром иностранных дел Саудовской Аравии. Это телефонный разговор, дипломатический, это хорошо и спасибо. Но мы говорим о больше, чем звонки, реалий. Ничего нету, пока нету. Это о чем мы говорим? Подтверждает, что изменение должно быть, да, не должно быть только один человек. Сибига, да, он профессионал, он был на Востоке, это хорошо. Но офис, команда, она осталась та же. Менялось что-нибудь? Я не знаю, вот посмотрим. Но на сегодняшний день это не работает. И этот момент, в котором сейчас, если уже направлен Умеров и Ермак в эту страну для подготовки серьезных основ, я очень надеюсь, что мы этот шанс не профукаем. У нас сейчас действительно осень. У нас все понимают, что это осенью должны либо начать переговоры, поскольку, кстати, важно, в БРИКС все-таки многие участники, в том числе и Индия, настаивала о том, что должен наступить режим прекращения огня войны в Украине. То есть многие стран мира давят на Россию в этом направлении. Но остается страна, которая может сыграть, который Путин их боится посерьез, это только Саудовская Аравия. Поэтому нужно там работать и работать и работать. И наконец-то воспринимать всерьез, с уважением их мнение и с ними работать. То есть мы должны показать, что мы в мир нуждаемся, а вот Россия это не хочет. И основные рычаги, о которых мы говорили, уже сейчас во многом сходятся. Это ядерная безопасность, это продовольственная безопасность и энергетическая безопасность. Этих трех основных моментов они могут быть основой для дальшей, скажем так, продолжения для конца войны. Не получится у Запада действительно заставить Россию прожигать огня. Это только глобальный юг и только та страна, которая может диктовать России действительно. Или может, или Россия учитывать ее мнение. Это только Саудовская Аравия, кого я сегодня вижу. Саудовская Аравия, Оман или эти страны Гольфа. Если Россия, скажем, если не увидит по-настоящему, что действительно Украина полностью искренне идет на серьезное намерение переговоров, серьезное намерение о мире, а вот Россия действительно, которая много раз говорила, я к переговорам готова, а Россия, кажется, нет, тогда это будет в нашу пользу, тогда действительно можем говорить о повторе сценария при холодной войне, когда арабский Гольф начал переходить на сторону Запад и воспользовал нефть в эту войну. Ну, там нужно понимать, что там был фактор Ирана, который произошла исламская революция, да. и тогда это очень серьезно страны залива напугало, и у них был просто рациональный, прагматичный интерес играть с Западом. Естественно, и сегодня этот страх продолжается, поскольку эта революция уже сегодняшний день, или иранский режим готовится к производству своей ядерной атомной бомбы. И это тоже, например, действительно важный сигнал. Но основной сигнал сейчас не в этом. Надо понимать, чем война в Украине плохо для глобального юга. То есть надо понимать, от этого не стали меньше спать, нет. Война в Украине, она отвлекала внимание для нас, в наши проблемы, да, когда была война, и начала война Хамас-Израиль. Проблема для нас, то, что отвлекало мировое сообщество от нашей проблемы. А там обратное, что там есть свои проблемы, а война в Украине оттягивает на себя внимание. Это первое. Второе. Мы должны отрезветь, понимать, что в мире войны начинаются больше. Мы не должны дождаться этот момент, когда еще одни очаги войны начинаются, а потом будут не до нас. Это все в реалии. То есть если кто-то думает, что, например, Китай на Тайвань не нападает, да, маловероятно. А давайте допустим вариант, что нападет. Будет для нас дело? Нет. Значит, мы должны учитывать это все момент. Третий важный момент – продовольственная безопасность. Война в Украине очень существенно повлияла на рост цен продовольствия в этих стран. И важный четвертый момент – действительно все страны до сих пор в ужасе о том, что наша атомная станция
в захват. И это действительно не дает покоя много странам. Мы должны это все воспользовать в нашу пользу, учитывать этот интерес, то есть не требовать от них сказать Путин хуйло. Хорошо, в этом есть, они заинтересованы, на этом основе и начинать наконец-то работать. Работать нормально, не заявления, не визиты пустые, не каких-то телефонных переговоров просто для пост на Facebook, а действительно работать по-настоящему, что это мир, который заслуживает внимания, который влияет намного и который надо в нем интегрироваться, нужно его изучать. Угу. Вопрос от Данила Машака. Спросите у Мохаммада, насколько стабильны отношения у саудитов в США от выборов, ну зависит, правильно сказать, насколько стабильны отношения саудитов в США от выборов у последних, то есть не будет ли резкого разворота, который может сказаться и на Украине? Ну, если побеждает там Трамп, или в зависимости от того, побеждает на Трамп Украине или Харрис. На Саудовскую Аравию. Ну, на Саудовскую Аравию, Да. соответственно, на Украину. На Украину это отдельный вопрос, но мы же помним, когда был Трамп, они с ним работали чудесно. Трамп работал. Байден тоже с ним работали. Саудовская именно дипломатия, неважно, они сделали так, что неважно, кто будет хозяин Белого дома, он заинтересован с вот этими работами. И хочу напомнить, даже Байден, когда пришел, допускал ошибку, когда он заявил грозные заявления в адрес Бен Салмана. За Хашогги, как там его... Байден. Я имею в виду... За Хашогги, За да. Хашогги. И он назвал его молодым диктатором, он сказал, я его превращу в изгоем, а в результате это закончилось, что Байден приехал сам в аэропорту, его встречал губернатор Мекки. Без ни короля. То есть саудиты показали, надо за базар в кавычках отвечать. И саудиты все-таки стали этим. И лично Байден поставил, как называется, неприкосновенность во всех судах США на Бен Салмана. То есть даже суд не может рассматривать против него. То есть самый ярый такой орел против него в голову превратился. Вот вам что такое Саудовская Аравия. Я думаю, они работают на двух партиях. Они играют саудиты на двух партиях. И не важно, кто пришел, они с ними найдут общий язык, работают. А вот для нас это другой вопрос. Для нас действительно это не катастрофа, но проблема. Естественно, Трамп, он, скажем так, напоминает, знаешь, первый основатель США, как в Джордж Вашингтон, которые тогда призывали, что новый свет, Америка не должна беспокоиться о проблемах старого света Европы. Но это начало меняться со временем. Особенно это было ярко в Первой мировой войне и Второй мировой войне. Сейчас Трамп, он хочет вернуть Штаты до этого, до политики изоляции. Ему это удастся? Нет. Но он может блокировать для нас действительно несколько важных моментов. Может ли Трамп сейчас прийти, сказать Путину, бери что хочешь, тоже не может, потому что Штаты это серьезная страна, в котором работают отдельные институции. Президент сам все не решает. Поэтому для нас, да, это тревожный сигнал, но я бы не сказал смертельно. Потому что до выборов можно что угодно заявить. А после выборов уже должен работать так, как интересы со своей стороны. А для саудитов они уже себя подстраховались. Они, если был бы, кстати, именно Трамп был против любых переговоров с Ираном, Байден пришел, наломал эту идеологию, да, и это помогло Ирану. То есть Трамп, по Саудовской Аравии им выгодно и та сторона, и та сторона. И нам нужно это понимать и учиться на этом опыте. Вопрос такой. В контексте противостояния Израиля с Ираном и в контексте операции против Хезболлы уже и Хамаса. То есть после нашего последнего разговора Израиль, в принципе, сделал достаточно много шагов, хотя еще да. больше не сделал. Да. В том смысле, что он не стал бить, не начал наносить ответный удар по Ирану. По Ирану, я так понимаю, что американцы его уломали на это, потому да. что очевидно, что у Нетаньяху там подгорало, когда да. это сделать.
Вот. И с другой стороны, ты оказался прав в том, что когда ты говорил, что они не полезут там далеко в Ливан, то есть будут там на севере. 5-10 миль. Да, и решать. Но по сути они сейчас четко видна стратегия, что они просто выносят вообще все руководство. Вот как только обозначается там кто-то, лидер выносит, да, все просто конечно, тупо убивают, без лишних разговоров. Запомните дату, май 2025 год, к сожалению. Нетаньяху будет воевать до этой даты. Даже если все сдадутся. Потому что Нетаньяху, против него огромные уголовные дела в Израиль, и которые он будет избегать. И только у него эти все дела, скажем так, будут не иметь никакого смысла, только, кстати, то же самое он правит, как и Путин, 20 лет в Израиле. И, к сожалению, к огромному сожалению, это просто страдание для мирных жителей. По вопросу Хезболла, да, у Хезболла был шанс не втягиваться, у Хезболла был шанс действительно принимать те сигналы от Макрона, от Германии и не втягивать Ливан в войну. Но это уже случилось, и они просто приглашают с тем, что они выносят все руководство. Назначили, убивали. То же самое в Хамас. Хамас назначили Яхья Синуар, то же самое его ликвидировали. Да, кстати, это важный момент. Это подрывало израильская пропаганда. Израиль что говорит, что лидеры они находятся в бункерах или в туннелях, у них все хорошо. Нет. Момент показал, что Яхья Синуар, несмотря на то, что любим, не любим, он был действительно на передовике. Но важный момент, в котором показывает, помнишь, говорили пропагандой. К сожалению, чтобы люди все понимали, вот как в арабском мире смотрят. Сейчас огромный раскол в арабском мире, в арабские медиа под Хамасом. То есть отношения тоже поменялись. Есть те, которые, да, Хамас прав, типа, потому что он против оккупантов. С другой стороны, поднялся лозунг в арабском медиа. Ребята, он кинул палку на дрон. Это просто показывает разрыв между вооружением. У этот дрон это символ новейшей технологии, а другой палка. То есть в арабском мире поднимать, неужели мы не хотим воспринимать реалий? Помню, там некоторые уже подписчики спросили, как арабский мир смотрит на Хамас. Ребята, арабский мир на Хамас не смотрит позитивно. Но Израиль не дает другие, к сожалению, реалии. И вот сейчас, уже вчера в медиа появляется, что несмотря на то, что Хамас очень сильно ослаблен, уже не с кем воевать, и уже первая информация о том, что еврейские радикалы начинают строить свои поселенские города в сектор Газа. То есть да, война против Хамаса, с другой стороны, за этим что скрывается? Захват территории. Вот, то есть две стороны хорошие. В Ливане, в израильской газете уже есть рекламы, продажа участков земли в Ливане, в юг Ливана. Ну, вот если брать про Газу, то ты же тогда говорил, что будет там условно сделка между саудитами и Израилем и там остальными участниками этих авраамовских соглашений, которые там назревали. Вот, но присутствие Хамас мешает это. Не, я просто говорю о том, что в любом случае там появление каких-то новых поселений там израильских, это подрывает вообще любую перспективу, совершенно верно, а не появление палестинского государства, оно не позволит разрешить эту проблему в длительной перспективе. Вот, поэтому было недавно заявление опять кронпринца бен Салмана. Спросили, можете ли вы нормализовать отношения с Израилем? Он ответил, без признания государства Палестины никакой нормализации. То есть вопрос, опять же, объясняем мяч на сторону Израиля. И, к сожалению, да, Израиль добивает успехов военные, но это не дает Израилю мир, не дает осуществлять все планы. То есть это, нельзя в этом воевать 100 лет. И если об этом даже поднимается в израильские медиа, вопрос за 70 лет Израиля, так смог ли Израиль в регион интегрироваться? Это важный вопрос. Не смог. То есть то, что есть Иордания и Египет имеют отношения, но иорданцы и египтяне, у них свое видение на это государство Израиль. Это очень-очень важно. Поэтому да, Израиль перешел на войну, скажем так, да, ликвидация лидеров, предупреждение. Сейчас пока нет широкомасштабной войны с Ливаном. И приехала местный отдел Германии днях в Ливан, берут то же самое, идут переговоры. И мне кажется, в этом идет такая крупная сделка.
То, что раньше саудиты пытались добиться, что и у ливанцев, саудиты просят и ливанцев, вы должны выгнать Хезболлы. Это для вас угроза. То же самое для палестинцев выгнать Хамас. Не удалось, потому что эти сильные, скажем так, движения. А вот сейчас, может быть, как это звучало некрасиво, руками Нетаньяху это удастся сделать. Когда эти страны увидят, действительно, эти Хезболла и Хамас ни к чему хорошего не привели. Но опять же нужно, чтобы наконец-то тоже кто-то повлиял на Израиль, чтобы хорошо, вот эти снова не готовы к миру, нам нужно это нормализовать отношения с этими странами. Без признания прав палестинцев не будет никакой нормализации. То есть, они в этом работают. Создали международную группу, саудиты недавно, международную группу создали без штатов за реализацию палестинского государства. Было заявление Испании и Испания и Ирландия недавно, что любые захват территории Израиля с официальной территории будущее государства Израиля, эти страны признавать не будут израильскими. То есть противостояние, она продолжается. На этом, опять же, где-то кто делает плюсы? Китай, Россия, Иран. Вопрос-ответ, мне кажется, получение Израиль система ТАД, противоракетные новые. Мне кажется, они сейчас не полезут, но они готовятся к возможности. Потому что последний удар, 270 ракет, да, многие ракет своей цели достигли, но пару ракет они нанесли урон по военным базам. И это был сигнал, что Иран все-таки может иметь клыки, иметь свои, скажем так, вооружения, которые все-таки может навредить Израиль. И даже несмотря на то, что и Иордания помогла, все помогли, все равно это не смог Израиль себя защитить. Что выходит? Самое лучшее решение, чтобы израильтяне спали спокойно, когда это решение, проблема решится в корень. Вот тогда весь регион, соседей, в том числе и Ливан и Иордания, они сами будут защищать самого Израиля. Так, тут вопрос тоже Данил Машака спрашивает. А может ли Украина предложить арабам услугу по борьбе с терроризмом или другими силами, в кавычках, как это было в Мали? Интересно ли арабам ВСУ как сила на Востоке? Конечно. Не только борьба с терроризмом. Борьба по освобождению территории, потому что сейчас общего Украина свои оккупированные территории, факт. И в арабском мире несколько, например, Арабские Эмираты имеют оккупированные острова Ираном и других территорий оккупированные. И сами вопросы, главный вопрос, приближен культурная, экономическая и военная технология. Саудовская Аравия понимает прекрасно. Рано или поздно война с Ираном, если режим не поменяется, этого не избежать. И кто сегодня с Ираном воюет? И Украина. Вооружение дронов, которые они были ударенные. Кстати, Юра, ты заметил, что дроны Шахед-136, Иран их применял только против двух стран. Против Саудовской Аравии, против Украины. Против Израиля он их не передавал Хезболлы, кстати. Это важный момент. То есть мы братья по несчастью. То есть, конечно, Украина может предложить, Украина может начинать, и вопрос о том, что военные, технические, и мне кажется, самые актуальные для Украины и арабским странам. По остальным моментам, да, по борьбе с терроризмом, по вопросу экономические преступления, конечно, много чего может Украина предложить. И это даже поменяет взгляд арабский мир на Украину. Это очень важно, чтобы в украинские медиа больше появилось о том, что арабский мир для Украины, и в обратном, в арабском мире больше появилось об Украине, а реально, что в Украине, на самом деле, война, что Украина это не европейская или, извиняюсь, западская марионетка, как это любит Путин назвать, или российская пропаганда, а действительно это страна, которая на самом деле повторяет в некотором моменте судьбу арабских стран, даже больше, они жертва таких агрессоров, как Ирана. Насчет Ирана, то есть как ты видишь вот перспективу на ближайшее там время вот развязки этой ситуации с Ираном, потому что Израиль как бы не ответил до конца. Да.
Ну вот как они там, они же пообещали, что ответят. Наверное, не ответят. Только Сейчас нет. я так понимаю, что это будет ответ растянутый на годы, как с Хизбаллой получилось. Или месяца, я не знаю. Там. Во всяком случае, до выборов, я думаю, что американцы сказали, 100%. не делай ничего до выборов и до инаугурации, там, чтобы у нас не было 100%. Белый дом четко дал Нетаньяху понять. И Израиль сейчас никакой новой региональной игры, новой региональной войны не должно быть. Они им запретили это сделать. Нетаньяху уже, кстати, у него очень низкий рейтинг в штате. Они его как токсичен, его не терпят, но все-таки смогли его заставить больше ничего не делать, поскольку в штате полностью направлен на внутренний вопрос. Любые сейчас, опять же, война, эскалация, обратите внимание, каждый раз Иран-Израиль, тот же Трамп заявляет, если бы я был президентом, этого не было, правда? Вот сейчас, чтобы отобрать такие лозунги у Трампа, нужно, чтобы не было этой проблемы. И поэтому сейчас Штаты, так как не дали Украине официально зеленый свет не быть по глубине России, то же самое просит Израиль этого не делать. До выборов нельзя ничего. Но ответ, я думаю, будет. Но будет тогда, когда он будет согласован. Поскольку получение системы ТАД это было неспроста, но они ответят ему, уронили слова, что повторит ли Аятуллы судьбу Саддама Хусейна. То есть, да, с ним долго игрались, а в итоге его повесили, свои же. Поэтому сейчас Иран, он понимает этого, Иран игрок, и поэтому Иран сейчас, он даже думает, Хизбаллы оставит себе, не оставит, как вопрос Сирии пойдет. Хусити, они сейчас, например, нужны поддержку. И сейчас была, кстати, информация, которая была утечки. Даже Яхья Синуар, который недавно ликвидирован, глава Хамаса, он, оказывается, был в несогласии с хамасовцами за границей из-за иранской позиции. Он был против иранской, скажем так, как его называем, там, то есть то, что Иран вмешивается в решение Хамаса. И он тогда был по разным, по мнению источников, что он был недоволен, что Иран на самом деле обещал много, ничего не сделал, а Ирану придется, может ли быть, оставить некоторых своих кейсов, чтобы она избежала широкой войны. Но у Ирана, я думаю, с ним будет вопрос решать только после того, когда, не только выборов, когда Запад будет уверен, что Саудовская Аравия полностью на сторону Запада, Израиль. Это будет, когда Саудовская Аравия получит то, чего мы об этом говорили. Ядерная программа, госгарантии от Конгресса и палестинское государство. Вот тогда действительно могут подумать серьезно, начинать демонтаж иранского режима. Хорошо. Я думаю, на этом закончим. Мы уже час. Есть маленький вопрос, 5 минут, чтобы просто это для осведомления украинцев. Мы обсудили вопрос Сахара, Западная Сахара, Марокко. Марокко или по-разному, там некоторые ребята обиделись, называют Мухаммад, его зовут Мароккан Сахара. И ребята, так и называется Западная Сахара. Выступ об этом на фоне войны в Украине, в Палестине. Мало кто заметил, но ООН было предложено на днях поделить территорию Западной Сахары, это первое, за столько лет, поделить ее между Марокко, часть от Марокко, как суверенная территория, и часть будет новое государство Западная Сахара. Это вызвало, это опять же, когда мы говорим, когда разум отсутствует. Хотя я не скажу, что это не моя территория, не скажу, что это, например, хорошее предложение. Но нужно было хотя бы подумать, изучать, как вариант, сразу стороны конфликта, в первую очередь Марокко, обвинили международного представителя в грязи и так далее, и так далее. Это к чему? Мы сейчас в Украине на это смотрим как с холодной головой. А они, поскольку часть этого кризиса, да, не могут. Мы нуждаемся иногда, когда кто-то обсуждает наш вопрос, чтобы мы к ним прислушивались. И мы обсуждали это мягко и свободно. Поэтому, к сожалению, был шанс этот вопрос закончить. Но, к сожалению, он был погублен до его рождения. Ну, там очень интересно это, на самом деле, потому что
Это раньше была испанская, испанская колония. Колония, да. Испанская Марокко, или как там его название, не помню. Африканская провинция, там Рио-де-Ура, вот еще в этом году. Если мы хотим вернуться в историю, конечно, если очень коротко. Когда был Алжир оккупирован Францией, и Марокко было оккупировано Испанией, сначала в 50-х, когда Испания покинула Марокко, покинула только Марокко, который мы знаем сейчас. Западная Сахара или половина, нижняя часть, она осталась под Испанией. Испанцы покидают ее в 70-х, по-моему, в 78 году. Ее покидают, и тут же, но они ее не передали никому, они ее покинули. Это же оттуда генерал Франко перебрасывал войска, которые гражданская война. Вот, и тут же Алжир начинает поддержать, то есть мы говорим о двух моделях, это было в разгар холодной войны, тут же Марокко на сторону прозападные государства, Алжир про восточные государства, и каждый из них хотел туда свою модель. Алжир начал поддержать такое партию движение или правительство стало Полисарио, которое должно быть, ну, скажем так, социалистичным, а Марокко объявляет это своей территорией. И начала война между сторонами, потом мир мировые заставили их всех договориться о референдум. А референдум должен был достаться, по-моему, в 1991 году. Референдума не было, к сожалению, и все так заморозилось. Американские войска занимались большую часть, особенно побережье, а вот сахарийцы, если так их можно назвать, или Полисарио, заняли то, что в глубине, то, что возле территории Мавритания и Алжир. И так оно и заморозилось, так оно стоит. Вопрос, который, хотя представитель Западной Сахары есть в ООН. И вот, например, поскольку все понимают, да, уже, то есть Марокко ставит свое внешние отношения через Западной Сахарой. То есть Марокко рассматривает дружбу. То есть даже когда Африканский Союз не признал Западную Сахару африканским, а Марокко покинула Африканский Союз, потом вернулась. То есть они это воспринимают очень болезненно, как своя территория. В то время, когда вторая сторона говорит: нет, это моя территория. И вот это одна из результатов тогда, вот они, скажем так, западный колониализм и выход, и к чему это может, к сожалению, приведет. И до сих пор, казалось бы, братья Алжир и Марокко, самые вооруженные до зубов, по журналу Bond Defense в 2022 году сами были все покупатели оружия. В африканском континенте был Алжир и Марокко. Вот, пожалуйста. Из-за чего? Из-за территории, которая, и они оба на арабском разговаривают. Там нужно рассказать, почему они хотят, потому что там 25 мировых понятно. Фосфатов. Там очень мало населения и очень большие запасы недров. Да. 255 тысяч территория и 500 000 населения. Конечно. И мы еще не знаем про нефть. Но там, например, только, по-моему, был отчет в норвежской компании. Только рыба, там рыболовие, это просто огромный там резерв, просто ловит рыбу. Это не Сахара, это не пустыня, но на самом деле очень богато. К сожалению, это богатство стало проблемой для тех людей, которые, к сожалению, не могут вопрос решить. То есть не был референдум. Марокко, для справедливости, предложила сахарийцам именно широкую автономию, чтобы автономия под монархией, но, к сожалению, они отказались. Или, не знаю, к сожалению, к счастью, то есть каждый со своей стороны это видит. И сегодняшний оба разорван отношения между Алжиром и между Марокко из-за этого. И, естественно, это серьезная проблема, одна из проблем, которая, опять, подрывает мировой порядок. Региональный порядок. Скажем так, там нету горячей фазы, но не достигнут, скажем так, мировая система провалилась найти решение в этот вопрос. Я это хочу сказать. То есть был референдум, но, к сожалению, ООН не смог заставить все стороны этот референдум проводить. То есть если был бы референдум, как в Косово, например, как Чехословакия, то хорошо, можно решать. Но, к сожалению, референдум не был проведен. И мы имеем такую, скажем так, серьезную проблему. Хорошо. Это к тому, чтобы мы просто знали, что есть, знали, что острая проблема, знали, что мы должны быть осторожными иногда в заявлениях или в изучении вопроса. Да.
Хорошо, на этом будем заканчивать. У нас сейчас будет следующий эфир в половину 9 с Андреем Еременко. Он даст социологию по настроениям украинцев. Там тоже интересная цифра о том, как растет количество тех, кто хочет выборы уже, и оно так плавно увеличивается. Я хочу выборы. Да. Думаю, многие хотят. Да. Ну, сейчас вот Андрей как раз об этом расскажет, потому что они социологию сделали. Мохаммеду традиционно респект и уважуха за, Благодарю. да, за то, что так все разлого, я кажуть, українською мовою розвернуто розложил. Ну, не последний раз, значит, общаемся. И посмотрите в связи вот с этим эфиром, эфир с Виталиком Куликом, который был вчера, потому что они взаимосвязаны. Я в конце дам ссылки, вот в конце этого видео и в начале видео вот будут ссылки на тот эфир, не пожалеете. Все, Мохаммеду спасибо, и через 10 минут у нас эфир с Андреем Еременко, социологом, запрос на выбор в Украине, социология настроений. Пока.